Ну, то есть в целом можно сказать, что большую часть твоей жизни ты жила в городах. Слушай, речка тоже была, к сожалению, крайне далеко. Это, то есть, тоже надо километров 10 пахать либо пешком, либо на велике. Ну, то есть, как бы... То есть, если у меня есть люди, с кем мне можно пообщаться, если у меня есть еда, и я, в принципе, всем обеспечена, и мне не холодно, самое главное. Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал по-русски издалека, и меня зовут Сергей. Сегодня я сделал интервью с Таей. Если вы не помните Таю, у нас уже было с ней несколько видео, и вы можете посмотреть по ссылке вот здесь. И сегодня мы будем говорить, где же лучше жить, в городе или в деревне, да, в сельской местности. Ну что, вы готовы? Поехали! Привет, Тая! Привет, Сергей. Рад тебя видеть. Вот, я тоже рад тебя видеть, и привет, дорогие друзья, вот. И что мы будем сегодня делать? О чем будем сегодня говорить? О жизни в городе и деревне, я правильно понимаю? Все правильно, ты знаешь. Да, и вообще эта идея мне пришла потому, что я живу сейчас в деревне условной, да, в очень маленьком городке, и ты живешь в очень большом городе, в самом большом городе Вьетнама, да? Слушай, а Ханой разве не больше? Я думаю, что раньше точно Хо Чи Мин был больше, но может быть сейчас Ханой его перерос, не знаю. Потом посмотрим в Википедии. Проверим, да. Ну ладно, тогда давай сначала я тебя лично спрошу. Вот сколько ты живешь уже в Сайгоне? Я в Сайгоне живу уже 4,5, даже, может, больше лет. Вот. Мгм. Где-то так. Потому Хорошо. что большую И часть, пока я мгм, была во Вьетнаме, я находилась именно в Хошимине. мгм. Хорошо, хорошо. И когда ты была маленькая, ты выросла в Казани, правильно? Да, все так. То есть я выросла в городе Казань, что сильно Мгм. отличается от города Хошимин, по крайней мере. Хорошо, хорошо, мы об этом еще поговорим, если будет время. Но, то есть, в целом можно сказать, что большую часть твоей жизни ты жила в городах, да? Да, то есть я никогда не жила в маленьких селах там или деревнях. Ну тогда такой вопрос. И тебе нравится жить в городах? Мне привычно, на самом деле, то есть я хоть и люблю природу, я люблю, вот, знаешь, на время приходить куда-нибудь в такую сельскую местность, где я Мгм, внутренне отдыхаю, но мне привычнее жить в городах, скорее всего, как раз мгм, потому, что ам, здесь больше, как бы это по-русски сказать, facilities. Больше различных мест, куда можно сходить, где получить какие-то мгм, услуги, тоже, та же медицина или, в принципе, наверное, как-то не знаю, кажется, что удобнее жить в городе именно. мгм. Вот. Ну и я Хорошо, привыкла жить именно в каких-то квартирах, и вот даже сейчас живу в квартире. понимаю. Ну, я думаю, что в России вообще, да, в целом у нас большинство людей живут в квартирах. Мгм. Это непривычно жить в домах, как, например, в Америке, да, у них есть вот suburbia, и все люди живут в домах, и они думают, что suburbia это не круто, но для русских людей это круто. Ну, слушай, смотря как, если ты посмотришь на русские старые дома, например, Мгм, маленькие домики, которые деревянные у нас есть, то есть и в городе, вот в Казани, например, у нас высотки там перемежаются, не знаю, как это сказать, то есть они, есть высотки, а есть прям маленькие старые дома, в которых там бабушки, дедушки жили еще вот до, когда это была мгм, там куски деревни, понимаешь, особенно татары, как бы татарская деревня, все дела. И они, ну, как бы никто не хочет жить в таких домах. Ну, холодно, как бы условия не очень, влажные и все остальное. Вот, и как бы, а если ты имеешь в виду коттеджи, какие-нибудь крутые дома, которые недавно построены, то да, это совсем иначе. да, конечно, это я имею в виду, такие маленькие таунхаусы, как это называют.
да, то есть, может быть, они не огромные, но у них есть, как сказать, благоустроенный, вот есть такое слово. То Ну есть да. туалет внутри, вода есть, электричество есть, да, потому Мгм. что в России в чем главное различие между дачей и загородным домом, да, или домом, Мгм. это то, что дача не благоустроена, как правило, Ну да. да. Ну, то У есть вас, даже у у вас, нас... Ага. Да, ты, видимо, хотел спросить, у вас была ли дача? У нас на самом деле было две. Одна принадлежала моему дедушке по папиной линии, одна бабушке по маминой. Но у дедушки давно еще в моем детстве сгорел дом, и поэтому там О, осталась просто земля, и как бы мгм, на земле росло все, само по себе. Мы приезжали летом, собирали и уезжали. То есть мы там не жили. Но у мгм, бабушки был дом, но он тоже, в нем не было комфортно жить, потому что вечерами было холодно. Ну, то есть даже летом, то есть было прохладно и не особо приятно, было сыро, влажно как-то. То есть у меня бабушка иногда оставалась там, конечно, но в основном это просто такое вот, что укрытие от дождя, знаешь. да. Вот. Интересно. То есть, когда ты была маленькая, ты не очень любила ездить на дачу? Не, вообще не любила, если честно. Ну, то есть только, наверное, чтобы с родителями время провести. Вот тогда мне нравилось. Но я любила Мгм, ездить к моему папе, вернее, к его маме, то есть моей бабушке по папиной линии, в деревню. мгм, И в деревне там, соответственно, большой деревянный дом. В нем, в принципе, тепло, если растопить печь, то есть там было обогревательные элементы. мгм. Вот. И там много животных, там вообще просто вокруг даже нет нормально. Ну, то есть электричество есть, но вот прям цивилизации нет, потому что ближайший районный центр за 10 километров от этой деревни. Вот. И то есть я иногда проводила там месяц, несколько месяцев у бабушки. Мне нравилось, я любила это, то есть я вот прям отдыхала там. Да. Но только М. единственная проблема — нечего делать, потому что в округе просто нет ничего. Ну а как же играть, я не знаю, бегать за бабочками, не знаю, ловить кузнечиков, купаться на речке? У вас была там речка? Слушай, речка тоже была, к сожалению, крайне далеко. Это, то есть тоже надо километров 10 пахать на либо пешком, либо на велике. Ну, то есть как бы... Но мне нравилось все равно, потому что, особенно когда приезжаешь летом, есть ягоды, а я любитель какого-нибудь кислого крыжовника, зеленых яблок, и вот, то есть там самое то было. Вот. Но в М, течение дня мы обычно там, не знаю, да, бывало бегали с друзьями где-то, когда маленькие были. Когда постарше я уже приезжала, иногда просто телевизор смотрела или книги читала. То есть, как бы, ну, такое. Именно, знаешь, наверное, отдых от города и отдых от вообще чего-либо делания. То есть это время, когда ты ничего не делаешь, за исключением, что там, ну, немножко бабушке помогаешь, там, огород поливаешь, что-нибудь в таком роде. Да, это, я думаю, очень классная вещь. Я знаю, что в Швеции у всех шведов, почти у каждого человека есть такой, как это сказать, это даже не дача, а вот именно летний дом, но в этом Мгм. доме реально нет ничего. То есть там нету электричества, там нет воды, может быть, есть туалет, я думаю, на улице, да, Мгм. но, как правило, эти дома находятся недалеко от рек или озер, и люди туда приезжают каждое лето, может быть, на несколько дней, даже на неделю, и просто проводят такой, знаешь, сейчас называется это social media detox, да? Ау, То горячий. есть, да, да, да. Они просто наслаждаются, что нет ничего, кроме природы. Мгм. Вот. Но смогла бы ты так жить долго? А, Долго ты имеешь в виду без интернета, электричества и всего остального? Да. Чисто в теории, да, но вопрос, то есть, ну смотри, если у меня есть чем заниматься, то есть у меня есть доход, то есть я не голодаю, у меня есть Мгм. откуда получать еду именно вот, то есть мне есть чем себя занять, то есть в принципе я найду чем себя занять. То есть можно заниматься какими-нибудь штуками по дереву, не знаю, рукоделием, еще чем-нибудь, то есть проблем нет. То есть у меня нет зависимости как таковой от интернета. То есть если у меня есть люди, с кем мне можно пообщаться, если у меня есть еда, и я в принципе всем обеспечена, и мне не холодно, самое главное, то есть, потому что это Да. одно из важных моментов для меня, то тогда да, все нормально. Да, Вот. забавно насчет того, что ты сказала холодно. Это действительно трудно. На дачах, я думаю, всегда люди отапливают дом, и все находятся зимой около печки. То есть так поближе. Ой, да.
Все так. А, Но здесь, видишь, во Вьетнаме, например, здесь же тоже как, ну, не деревня, а маленькие города, ну, то есть, как их назвать, сельская местность, там не холодно, там, если особенно вот возьмем южную часть, то там вполне тепло, и даже вечером прекрасно, то есть мы проводили, как его называют, лунный Новый год, да, ведь, или там китайский Новый по-русски, год, в прошлый да-да-да-да. раз мы проводили как раз вот в такой местности, и прекрасно, мы где-то 2 недели тусовались, ничего не делали и все остальное. Круто, круто, да. Я бы тоже так хотел. К сожалению, у меня слишком много ртов, которых мне нужно кормить, гулять и за ними ухаживать. Поэтому пока не Я могу думаю, так ты про сделать. собак. Именно я о них, да. Вот. Мгм. Ну да, это интересно, интересно. Ну вообще, а вот жизнь в большом городе, в Хо-Чи-Мине, тебе нравится по сравнению с Казанью, скажем так? Слушай, наверное, сложно сказать. Я бы сказала примерно одинаково. Потому что Мгм. есть доступный, как бы, в доступности, не знаю как, в шаговой доступности, вот. Есть все необходимые, там, не знаю, супермаркеты, рынки, там, не знаю, кино, больницы и все остальное. То есть вот это, да, Мгм. плюс. Мне, если честно, не нравится только потому, что, ам, как это сказать, на самом деле из-за воздуха, из-за того, что Мгм. нет природы. То Мгм. есть вот нехватка как раз природы, тишины, иногда вот этот, как вам сказать, то есть загрязненность именно звуковая в плане того, что очень шумно. Когда ты дома, то есть когда я нахожусь в квартире, не шумно, потому что окна пластиковые и все закрыто. Но выходишь на улицу и, то есть, особенно когда вот я приезжала из места, откуда ты, то есть сейчас живешь из Паян, приезжала сюда в Сайгон, и я такая, жуть, ни воздух, ни звук, как все это давит. Вот, то есть я замечаю большую разницу. Особенно высокие здания, они как-то психологически давят, ты чувствуешь себя более таким вот скованным. А в открытой местности, когда я приезжала в Паян, ну, как бы на встречу к моему папе, то есть я отдыхаю прям вот именно, что ничто не давит, хороший воздух и прям отлично себя чувствую. Вот. Вот А ты я с почему тобой. выбрал как раз вот жить в Паян? Я вот, да, это хороший вопрос, спасибо, что спросила. Именно поэтому я и выбрал, потому что раньше я жил в, так сказать, городе антиподе, условном антиподе в Ханое. Я Мгм. имею в виду по отношению к Сайгону, да, и там я жил 5 лет, и за эти 5 лет я понял, что я не люблю города. Я очень сильно не люблю города. Но я думаю, что сейчас я понимаю, что есть такой баланс между огромным городом, как Сайгон, и маленькой деревней. Да? Тут Хоян, Мгм. я считаю, это почти что идеальный баланс. Может быть, если бы он был чуть-чуть побольше, было бы лучше, да, но в целом мне все нравится. И почему, да? Опять же, ты правильно сказала, грязный воздух. Это очень сильно влияло на мой организм, потому что у Мгм. меня была астма, и мои легкие, они очень слабые. И я очень часто кашлял, и я все время ездил в маске 3М-овской такой большой, чтобы хоть как-то дышать. Вот. И потом пробки. Это просто безумные пробки. Я не знаю, ты часто сталкиваешься с пробками в Сайгоне? Слушай, в целом, да, когда я куда-нибудь выезжаю, то есть в основном я сижу дома. Либо стараюсь выезжать в часы, не час пик, чтобы как раз не встрять куда-нибудь. Но есть дороги, которые неважно какой день недели, какое время суток, они будут всегда стоять. Да, то есть я вчера отвозила папу, и как бы, чтобы я тоже увиделась с моими друзьями, и мы встряли, то есть мы где-то час вот добирались до места, да, там действительно далеко, это там, не знаю, может 11 километров, но тяжело, у меня устают запястья, и я сама выматываюсь больше, чем я просто что-то делаю. И поэтому как раз я предпочла сейчас преподавание либо лично, вот рядом со мной кто люди есть, они когда приезжают, либо онлайн, потому что я перестала ездить на занятия из-за того, что я устаю от дороги. Не от работы, а от дороги.
И поэтому для меня сейчас так удобнее. Это правда. Так у меня было. Когда я жил в Ханое, я жил в центре города, а работал Мгм. на окраине города. И каждый день я ездил 30 километров минимум. Вот, туда-обратно, да. И пробки через все это проходил, и вот этот безумный трафик, и да, и также ты правильно сказала, вот загрязнение, звуковое загрязнение, да, это Мгм. странно звучит по-русски, но Да, у нас, это, наверное, это, нет это так, такого термина в русском языке, если честно. То есть вот sound может pollution быть. я узнала только когда мы начали изучать английский язык, и нам такие, расскажите про environment. И мы такие, о, Да, да. оказывается, вот это есть. То есть, а почему-то в России никто не парится насчет вот звукового загрязнения какого-то. Я думаю, что в Азии это просто критично, поэтому у нас как-то это небольшая вещь, поэтому жить можно, скажем так. Слушай, Вот. Сергей, а мне было интересно, а ты в своем детстве тоже жил в сельской, ну, как бы такой сельской какой-то местности, или ты жил в квартире, например? Да, я с 10, нет, с моего рождения до 14 или 15 лет я жил в квартире, то есть я там Мгм. вырос, но каждое лето я проводил, я не знаю, от 2 до 3 месяцев, то есть почти все лето у бабушки на даче. М. Вот. Либо ездил на Байкал с семьей, либо мы ходили в поход, либо мы ездили, не знаю, в общем, очень все лето были где-то на природе. Поэтому для меня вот покой, тишина, природа — это очень важная вещь. Вот. И я готов мириться с отсутствием интернета, отсутствием света или даже нормального туалета. Мне все нормально. Главное, чтобы не было клещей. Клещей. А, ну да, у вас Да. ведь на севере клещи это такое, что-то страшное. Я помню, везде были Да, да, плакаты о том, что берегитесь, вакцинируйтесь там и так далее. да, да, потому что если клещ тебя укусит, у тебя может быть там болезнь Лаймы или энцефалит, и, упаси М. Господи, поэтому да, то Страшно. есть клещи это опасная вещь, но, как правило, они активны весной и ранним летом, но в августе уже нормально. Вот. И да, то есть поэтому, как бы, хоть я и, в принципе, вырос в городе, в центре города почти, в квартире, но Иркутск, опять же, вот тоже, да, это небольшой город. У нас только 600 тысяч человек. Вот, ну, для каких-то стран это большой город, но я думаю, Мгм. по сравнению с Хо Чи Мином и Ханоем, это маленький город. Вот, и мне в целом там нравилось. Я считаю, что М. если бы он был чуть-чуть поменьше, было бы лучше, да, но в целом неплохо, так Мгм. сказать. Для меня сейчас, я такую, мне кажется, нахожу идеальную величину города, это примерно 200-300 тысяч человек. Вот, я думаю, ни больше, ни меньше. Но видишь, какая проблема. В нынешних городах люди, когда замечают, что о, отличный город, удобно, или там компания какая-то есть, то пятое, десятое, они начинают все туда съезжаться. То есть, по большому счету, Да, наверное, если все города были одинаково населены, вот как ты говоришь, 200-300 человек, да, то было бы всем жить легче. Но так не получается, потому что большинство людей как бы следуют за работой, либо семьей, либо какими-то определенными условиями. да. И нельзя сделать так, чтобы во всех городах были одинаковые условия. Все верно. Ну, кстати, это уже, я бы сказал, другое немножко политическая тема, о которой мы можем поговорить потом. Но в теории, да, я сейчас очень тоже много читаю и слушаю об урбанистике. М. Урбанистика — это наука о городах, о том, как правильно делать хорошие и удобные города. И в теории каждый город должен быть настолько хороший с точки зрения инфраструктуры, с точки Мгм. зрения возможностей, что никому не хочется уезжать в другой город. В теории. Интересно. Мгм. Да, да, да. То есть, по идее, в России, то есть ты родилась в Казани, и тебе должно быть кайфово жить в Казани, и больше никуда не ехать. Ну, ты не ехала в Москву, да? Ну, например, Нет, слушай, очень... вот на самом деле, Мгм. да, как раз вот если про это говорить, мне было комфортно жить в Казани, и проблем я... То есть, когда я приезжала в Москву, мне было не очень комфортно, потому что весь город был более быстрый, все сновали, никто на тебя не смотрит. То есть, как бы ты живешь в городе, где люди как неодушевленные существа. И большое количество высоток. Во-первых, город гигантский именно, я вот так вот скажу. То есть, и мне не понравилось. При этом, как бы, поскольку мы говорили о том, что ну,
город должен быть таким, чтобы тебе не хотелось из него уезжать. Для меня Казань, в принципе, была таким городом. То есть я уехала только из-за работы в целом. То есть не из-за инфраструктуры или Понимаю. чего-то там. Вот. Поэтому. Да, Ну и я с плюс, тобой наверное... Мгм. Ну и плюс, Говори. наверное, то, что в целом я как раз уехала из России, а не столько, сколько из своего города. Вот, Я с поэтому. тобой абсолютно согласен. И для меня точно так же. Иркутск — это не идеальный город, но в целом он меня очень устраивал. Я из него уехал только потому, что у меня была жажда приключений. Я хотел... Adventure time! Да, adventure time, да. Я хотел увидеть мир, я хотел путешествовать, да, но я ничего не имел против моего города, моего региона, да, мне нравился. И Казань, да, я там был, классный город. Все правильно, я был 2 раза в Казани, я разве не рассказывал? Нет, ни разу тебя не слышала, прикинь. Да, да, я был 2 раза. Первый раз был в 2012 году, и второй раз в 2017 году. И оба раза очень хорошие впечатления. Да, прекрасный город, очень красивая архитектура. Последний вопрос для Таи. Как ты думаешь, в будущем, где бы ты хотела обосноваться? В городе или все-таки в маленькой какой-то деревушке или что-то типа того? Знаешь, наверное, если вокруг меня будут все необходимые, ну, как бы вот вещи, я в идеале, честно тебе скажу, я бы жила вот у вас в Хойян, единственное, но мне там холодно. У вас зимой для меня холодно, поэтому я никуда не деваюсь из Сайгона, понимаешь? То есть я люблю море, все Мгм. отлично. Мне нравится, что город маленький. В принципе, у вас все есть в плане того, что и Дананг рядом. На Мгм. самом деле, Мгм. 30 минут вообще ерунда для меня вот по Мгм. хошиминским пробкам проехать. Мгм. Вот. Мгм. Но проблема в том, что как бы мне, правда, вот ваш сезон дождей, мне очень зябко и холодно, и то есть мне не нравится такая погода. Это, наверное, одна из причин, почему я все еще живу в Хошимине. То есть, грубо говоря, потому что у меня есть друзья, потому что здесь всегда тепло, либо надо тогда перебираться в маленькую деревню, но как бы в обычную деревню рядом где-нибудь здесь с Хошимином, они так себе. Рядом с городом, я не знаю, ну, как бы, ну, в смысле, рядом с морем куда-то, Я там тоже понимаю. под вопросом. И то есть, на самом деле, Хуэян довольно классный город в плане архитектуры в том числе, или энергии, вот, Мгм. которой там есть. Мне он нравится, за исключением, да, бедной погоды. Ты знаешь, я тебе так скажу, здесь холодная погода, я не знаю, 1,5 месяца, может быть месяц от силы. Я А, тебе не верю, я приезжала. Я к вам приезжала, когда это было? Весной. И я прям мерзла. да. Мы еще в Хуэй ездили с папой. Я прям замерзала. Ну, видимо, у всех разные, получается. Я как раз в это время просто тащусь, да, наслаждаюсь этой погодой, и вот сейчас для меня жарко. У нас сейчас аномальная жара, 27 градусов, господи, это ужас. Воу. Для Где тебя мои это жарко. Да, где мои 20 градусов, да, то есть вот это для меня хорошо. У меня от 20 до 25, да, ну, скажем, иногда 27, ладно, но вот 25 это идеал, я бы сказал, вот так Понятно. вот. Да. Ну, понятно, понятно, да. Что касается меня, то я думаю, что в будущем я бы хотел жить не в большом городе и не в маленькой деревне, а вот в городе типа Хояна, да, может быть, чуть-чуть побольше, вот, в Мгм. таком городке, скажем Мгм. так, Ну да. да, вот, потому что в Хояне мне немножко не хватает, скажем, как сказать, ну, действительно, немножко мало людей. То есть есть, М. конечно, знакомые хорошие, да, но было бы классно, если было бы, что, допустим, не знаю, хорошая музыкальная сцена, где есть разные артисты, музыканты, М. больше, может быть, искусства с точки... То здесь есть, да, люди Мгм. тоже делают, но, скажем, современное искусство, какой-нибудь театр. Я очень люблю театры. Вот эта вещь М. такая городская, это ходить в театр. Вот, и здесь есть, но это не то немножко, там, бамбуковый театр, это, скажем, для туристов, да, это Ну не да. искусство. Вот, Ну, а в поэтому, плане да. людей, то, что ты сказал, мне кажется, что вот как раз сейчас, если будет больше туристов приезжать, и, возможно, часть из них будет оставаться, то есть вот потому, как я вижу, в Хошимин сейчас очень много людей уже приехало, и, скорее всего, к вам Мгм. тоже.
То есть, возможно, будет расширяться. То есть, видишь, из-за ковида как раз все уменьшилось, и, может быть, Да. сейчас будет больше, и у тебя как бы... Но я согласна с тобой, вот именно такое socialization, как бы социализация Мгм. среди людей очень важна. Иногда просто хочется куда-нибудь пойти, познакомиться вообще с новыми людьми, которых ты никогда не знал, и вот как-то что-то обсудить, что-то делать вместе, да. Да, да, да. Но в целом я рад, что у нас недалеко есть Дананг, что я Да. всегда могу туда съездить, и там это уже большой город. И, ну, каждый раз, когда я туда езжу, я попадаю в маленькую пробку. Я говорю, господи, никогда! И трррр, еду назад в Хоян. Да, понятно. Да, это забавно, потому что если вспомнить, в каких пробках я был в Ханое, там просто такой ад на земле, да, а здесь там, не знаю, 20 машин, 20 мотобайков на дороге, я такой, что-то как-то много. Когда в Хуяне там 3 машины, я такой, ну, нормально, да, там 5, я такой, уже это час пик, кажется, приходит. Ну да, понимаю. Вот, поэтому, да. Ну ладно, спасибо, что сегодня пришла. Вот. Взаимно. Да, Спасибо, и что спасибо, пригласил. всегда, всегда с радостью. И спасибо, друзья, что вы послушали. И расскажите лучше вы нам также ваше мнение, где вам больше нравится жить, в городе или в деревне, в сельской местности, в маленьком городке. Напишите в комментариях. Вот. И да, нам будет интересно почитать и выразить свое мнение. Да? Мгм. Да? Вот, желаю всего наилучшего. Конечно, если вам понравилось это видео, если вы все еще досмотрели до этого момента, то не забудьте поставить лайк, вот, и подписаться на канал. Да, тогда больше людей об этом узнает, посмотрит, и все будет круто. Вот. Подписывайтесь на Сергея. Спасибо. Вот. Ну все, пока-пока. Давай, счастливо. Пока.